Сегодня мы начнем изучать два очень важных технических приема – легато и барре. Конкретно в этом уроке мы научимся играть нисходящее легато и малое барре. Несмотря на очень динамичный характер пьесы и на быстрый темп в большинстве частей произведения, репетировать его необходимо в умеренном темпе. Это правило касается всех подобных произведений. Если произведение или какие-то его части в оригинале необходимо исполнять очень быстро, то именно многократное повторение материала в медленных темпах даст вам возможность в будущем исполнять это очень качественно и при этом чувствовать свободу интерпретации. Так же, как и в предыдущих уроках, будем разбирать по такту целиком. Уже первый такт начинается с аккорда, где две струны открытые, это четвертая и вторая струна, ноты ре и си, а прижать нужно будет ноту ля на третьей струне на втором ладу и ноту фа на первой струне на первом ладу. Затем, не снимая пальцев с этих струн этого аккорда, мы добавляем 2/8 ноты. Нота соль на третьем ладу первой струны и еще раз играем ноту фа на первом ладу первой струны. В следующем аккорде тоже две струны открытые, это пятая и первая ноты ля и ми. Прижатой остается нота ля на третьей струне на втором ладу и нота до прижимается на второй струне на первом ладу. Затем после этого арпеджио добавляем
на первой струне 2/8 ноты, ноту фа на первом ладу и ми, первая открытая. В третьем такте играется арпеджио, где есть сразу 3 открытых струны, шестая, вторая и первая, ноты ми, си, ми, прижата только соль диез на третьей струне на первом ладу. Затем после арпеджио добавляем ноту фа, обратите внимание, вторым пальцем, и ми открытая на первой струне. Последний такт первой строчки в точности повторяет второй такт. Постарайтесь повторить 4 такта подряд. В следующих 3 тактах используется техника нисходящего легато. Знак лиги вам знаком из предыдущего урока, и функция его была в том, чтобы просто продлить предыдущую залегованную ноту. А в этой партитуре нам встречаются 2 слегованных ноты на разной высоте. В таком случае, когда лига объединяет 2 ноты, вторая из которых находится ниже, мы должны использовать специфический для гитариста прием нисходящее легато, который был продемонстрирован в качестве упражнения. Первый такт второй строчки очень похож на начальный такт пьесы. Здесь все то же самое, только ноты соль и фа теперь играются дважды, причем 16 нотами, то есть в 2 раза быстрее, чем они исполнялись здесь. При этом от ноты соль к ноте фа мы будем использовать и в первом, и во втором случае прием нисходящее легато, защипывая первую струну 4-м пальцем левой руки. Следующий такт тоже почти полностью дублирует второй такт пьесы. Только теперь мы для ноты фа и ми, которые играются дважды 16-ми, в отличие от этого такта, применяем нисходящее легато. И снова этот такт лишь варьирует третий такт первой строчки, где вариация предполагает именно нисходящее легато от ноты фа к ноте ми на первой струне. Ну а последний такт первой части обладает другой структурой, которая позволяет нам почувствовать окончание предложения. Здесь одновременно исполняются ноты ля на 5-й открытой струне и нота ля на 3-й струне на 2-м ладу. Причем верхняя нота ля звучит до конца такта. Далее в басу на 6-й струне нота ми открытая и снова нота ля на 5-й открытой. Пробуем сыграть 4 такта подряд.
Следующие две части, которые записаны на 3 строчках, очень легко разбирать, потому что большинство аккордов обладают такой же структурой, как и начальные аккорды в первой части. Еще раз напомню, вместе разберем на 4-й открытой струне нота ре, затем в аккорде прижата нота ля, на 3-й струне на 2-м ладу нота си, 2-я открытая, и нота фа на 1-й струне на 1-м ладу. Играем, здесь очень четко понятно, бас на 4-й струне, затем одновременно 3 ноты на 3-й, 2-й и 1-й струне. Затем аккорд остается таким же, меняется только бас. Теперь в басу будет нота фа на 4-й струне на 3-м ладу. В следующем такте такая же структура и такая же техника правой руки. На 5-й открытой струне бас ля, на 3-й струне нота ля на 2-м ладу, нота до на 2-й струне на 1-м ладу и ми, 1-я открытая. Затем повторяем, но меняется бас. Теперь на 5-й струне звучит бас до. В этом такте, помимо аккордовой структуры, использован мелодический ход в басу. Вспомним и этот аккорд. На 6-й открытой нота ми в басу, затем нота соль диез, 1-й лад 3-й струны, нота си — это 2-я открытая, и нота ми — 1-я открытая. Затем после игры этого аккорда играем на 2-м ладу 6-й струны ноту фа диез и на 4-м ладу 6-й струны ноту соль диез. Последний такт в этой строчке дублирует 2-й такт. Вспоминаем, играем. Пробуем сыграть 4 такта подряд. Следующие 3 такта в точности копируют первые 3 такта 3-й строчки. Поэтому разберем только завершающий такт этой части. На 5-й открытой струне играем четвертную ноту ля, а затем играем барре. Одновременно звучат ноты до, ми, ля, прижатые первым пальцем на 5-м ладу. Обратите внимание, что барре встречается в сегодняшней пьесе дважды, в этом месте и в самом конце. Я написал 2 наиболее популярных обозначения барре. Римская цифра обычно обозначает позицию, то есть расположение именно первого пальца левой руки, а барре непосредственно обозначается латинской C, или же, как в данном случае, квадратной скобкой. Итак, играем 5-я струна открытая и барре на 5-м ладу на 3 струнах. Теперь проверим, что получается в этих 4 тактах.
следующей строчке структура музыкальной ткани сочетает в себе элемент из второй части и элемент из первой части пьесы. Первый раз мы играем аккорд следующим способом, как это было во второй части, то есть бас, а затем 3 ноты одновременно. Следующий же раз мы арпеджируем аккорд, играя отдельно каждую ноту, так как это было в начале каждого такта первой части. Каждый аккорд уже должен был запомниться. Еще раз напомню. Ре, ля, си, фа. Играем первый такт. В следующем такте напоминаю. Ля, ля, до, ми. В третьем такте ми, соль диез, си, ми. И снова, как в первых двух вариациях, в четвертом такте аккорд точно повторяет второй такт. Обратите внимание на 2 знака репризы, которые означают, что эти 4 такта нужно будет сыграть дважды. Если вы не хотите нарушать квадратную структуру пьесы, то повторение этих 4 тактов обязательно. Теперь прослушайте и попытайтесь исполнить эти 4 такта подряд. В последней части пьесы меняется не только структура, но и гармония, то есть аккорды. И эта часть носит скорее импровизационный характер. В первом аккорде играем ноту ре на 4-й открытой струне вместе с нотой соль на 1-й струне на 3-м ладу. Затем после ноты соль исполняем ноту фа на той же струне на 1-м ладу. Затем соль, фа еще раз повторяются, но теперь с нотой си на 5-й струне на 2-м ладу. В следующем такте играем дважды фа, ми на 1-й струне, 1-й лад и открытая. В первом случае с блоком фа, ми играется бас, до на 5-й струне на 3-м ладу. Во втором случае 5-я открытая, нота ля. Здесь одновременно исполняем ми на 4-й струне на 2-м ладу, вместе с нотой в мелодии ми на 1-й струне, затем в мелодии играем ноту ре на 2-й струне на 3-м ладу. И такой же блок мелодических нот ми, ре, но теперь с басом соль диез на 3-й струне на 1-м ладу. В следующем такте мелодия ре, до на 2-й струне на 3-м ладу и на 1-м ладу. В первом случае играем с басом ля на 3-й струне, во втором случае бас ля на 5-й открытой.
Эти 4 такта не просто сразу запомнить. Поэтому повторите каждый такт отдельно по несколько раз и попытайтесь воспроизвести 4 такта подряд. Разбираем последнюю строчку. В первом такте два блока из нот до и си в мелодии. Первые две ноты в мелодии сопровождаются басом ре на четвертой открытой. И второй блок играется с нотой фа, прижатой на третьем ладу четвертой струны. Одновременно защипываем пятую и вторую открытые струны, ноту ля и си. Затем играется нота ля на втором ладу третьей струны. Здесь одновременно играем ноту до на пятой струне на третьем ладу вместе с нотой си на второй открытой и снова нота ля на третьей струне на втором ладу. В предпоследнем такте структура мелодии немного меняется. Теперь второй мелодический блок нот не дублирует точно первый блок. Здесь одновременно играем на шестой открытой струне ноту ми вместе с нотой ля, на третьей струне на втором ладу. После ноты ля извлекаем соль диез на первом ладу третьей струны. Затем опять с басом ми играем на четвертой струне четвертым пальцем ноту фа диез на четвертом ладу. И снова нота соль диез на третьей струне на первом ладу. В последнем такте две четвертные доли. На первую долю мы играем на пятой открытой струне ноту ля одновременно с нотой ля на третьей струне, а затем тот же бас ля на пятой открытой одновременно с тремя нотами, прижатыми на пятом ладу первым пальцем. То есть снова используем прием барре. Слушаем звучание последних 4 тактов подряд.